Всем привет! Процессоры Comet Lake вышли весьма спорными, хотя бы из-за того, что нет бюджетных материнских плат. Но сегодня мы поговорим не о бюджете, а окунемся в мир максимальной мощности и попробуем проверить заявление Intel, что Core i9-10900K лучший игровой процессор. Сделать этот ролик было не совсем просто, ведь для объективного сравнения мне пришлось найти самое лучшее железо. А как известно, 2080 Ti на дороге не валяется. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас 100 секунд делов, а мне будет приятно. Сравнивать новинку от Intel я решил с Ryzen 9 3900X, ведь по цене эти процессоры примерно на одном уровне, а 3950X выйдет уже чутка дороже. Но перед тем, как перейти к тесту i9-10900K, я бы хотел немного рассказать, что представляет из себя этот процессор. Давайте окунемся в далекий 2015 год, когда Intel представила миру шестое поколение своих процессоров, которые были построены на архитектуре Skylake и изготавливались по 14-нанометровому техпроцессу. Intel успешно продавала 2 года i3 с 2 ядрами и i5 с 4. Но в начале 2017 года они решили немного доработать свою архитектуру и выпустить седьмое поколение, которое получило название Kaby Lake и техпроцесс 14 нанометров плюс. Никаких сильных изменений это не принесло. Однако на пятки уже наступали Ryzen от конкурента, и это заставило Intel в конце года выпустить восьмое поколение – Coffee Lake. По сути, это были те же Kaby Lake, только i3 уже получили 4 ядра, а i5 дали 6 ядер. Это позволило на некоторое время опередить конкурента, но проблему кардинально это не решило, так как архитектура была все та же. Буквально через год, в конце 2018 года, Intel собралась в очередной раз выпустить то же самое и сделала 9-ю линейку своих процессоров на архитектуре Coffee Lake Refresh. Эти процессоры получили защиту от уязвимости Meltdown и Spectre, а также стали поддерживать до 128 ГБ оперативной памяти. Однако у i9-10900K на борту было целых 8 ядер и 16 потоков, которые бустились до заветных 5 ГГц и давали отличные показатели в играх. Но в этом году Intel решила в очередной раз доработать свою архитектуру и выпустила Comet Lake. Это обновление увеличило вдвое количество потоков на i3 и i5 и даровало i9 10 ядер и 20 потоков, которые могут буститься до 5,3 ГГц. Однако это все та же архитектура Skylake 2015 года, которая прошла уже не одну стадию эволюции. И судя по всему, именно 10-е поколение и должно быть верхней стадией развития. Собственно, теперь вы знаете, что представляет из себя Core i9-10900K и откуда такая производительность. Ну что ж, давайте перейдем к тестовому стенду. Для Ryzen 9 3900X я использовал материнскую плату Gigabyte X570 Aorus Pro. Intel Core i9-10900K работал на топовой матери Asus ROG Strix Z490F Gaming. В обоих системах стояло 16 ГБ оперативной памяти Corsair Vengeance RGB Pro с частотой 3600 МГц. Видеокарта в обоих системах была самая топовая, полит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Dual. Оба процессора были в стоке, и никаких манипуляций для их разгона не проводилось. Все тесты были проведены в Full HD разрешении на максимальных настройках графики. И в первой игре Assassin's Creed Odyssey можно сразу увидеть победу нового процессора от Intel. Все-таки не зря они называли его лучшим игровым процессором. И кстати, Ryzen все-таки не спасли дополнительные 2 ядра, по крайней мере в играх. Но давайте не стоять на месте и перейдем к пятой батле. Здесь результат оказался одинаковым. i9-10900K однозначно выиграл только по редким событиям. Но оба процессора показали превосходный результат около 200 кадров. В бенчмарке CSGO процессоры показывают головокружительные цифры, но победа явно достается i9-10900K. Хотя дополнительные ядра неплохо так помогли Ryzen в очень редких событиях. В Hitman 2 Ryzen проигрывает в среднем на 6% по среднему FPS, а разница в 15 кадров по очень редким событиям явно его добивает. В Kingdom Come Deliverance i9 решил слетать на Луну и показал на целых 15 кадров больше конкурента. Однако остальные показатели не так сильно разнятся. В PUBG победа также за i9, однако эта игра с каждым прогоном теста радует все больше и больше. Вы только посмотрите на разницу очень редких событий и среднего FPS. Вот это я понимаю оптимизация. Кстати, Ryzen по этому показателю держался чуть выше i9. В Red Dead Redemption 2 мне пришлось прогонять тест очень много раз, чтобы выявить победителя. Но в итоге все равно получается ничья.
По редким событиям Ryzen во всех прогонах был впереди, но i9 всегда выигрывал на пару кадров по среднему FPS. SnowRunner i9 также выходит победителем, причем с неплохим таким отрывом. Разница в 20% по очень редким событиям о чем-то договорит. В Ведьмаке Ryzen также не удалось чего-то противопоставить флагману от Intel, и он успешно проиграл с разницей в 17 кадров. Если подводить итог, то i9 смотрится намного ярче своих младших братьев i5 и i3. Тесты с этими процессорами можете найти по ссылкам в описании. Мало того, что он победил своего ценового конкурента, так он еще и во всей красе раскрыл эволюцию архитектуры Skylake. Естественно, что этот процессор не идеален, и в рабочих задачах есть более интересные решения от AMD. Но в качестве процессора для игр он имеет право называться лучшим, по крайней мере сейчас. Не сказал бы, что Ryzen 9 3900X сильно позади. В некоторых играх процессоры и вовсе показывают одинаковый FPS. Но в большинстве игр нашего времени у i9 есть неплохое преимущество, которое компания AMD придется еще обогнать. Такое ощущение, что все 10-е поколение было спланировано к выходу 10900K. Ведь более младшие модели Comet Lake показывают уж очень слабый результат даже в топовой материнке и с топовой ОЗУ. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Спасибо всем, кто подписывается и ставит лайки. До скорых встреч!